Всем привет! У нас уже вечер, очень поздно, 8 часов. И я хотела поделиться такими своими хорошими новостями. Наконец-то я сегодня получила визу. Это означает, что я могу еще здесь быть на Новый год и Рождество. Я буду здесь. Это мой первый в жизни будет год, когда я буду праздновать Новый год в другой стране, в теплой, на Филиппинах. Здесь нету снега. Здесь температура всегда выше 30 градусов. И для меня это очень непривычно, когда все родные отправляют мне фотографии. Все знакомые там пост делают в Инстаграме, в Фейсбуке, что делятся снегом, что идет снег в Беларуси. Здесь на Филиппинах этого нет, и это такое необычное чувство, когда ты переехал в другую страну, и это твой первый, единственный Новый год, теплый будет. И я хочу Новый год, этот день, возможно, на море куда-то съездить. Посмотрим, как вообще будет проходить. Но это для меня очень необычное чувство. Я также здесь очень-очень рада быть на Филиппинах. Здесь круто. Вообще много развлечений. Можно куда-то съездить, что-то посмотреть, сходить. Ну и так далее. В общем, замечательно просто. Я вообще что хотела сказать, что я очень удивлена сравнениями постоянно. Здесь на Филиппинах я уже 2 месяца, и мне есть что рассказать, чем поделиться вообще своими впечатлениями. В некоторых моментах прям шоком, потому что у меня бывают такие моменты шокирующие. Я такая, в смысле? Это так? Типа, это так можно? Либо, ой, как так можно было сделать? Либо, ну, такие впечатления всегда. Либо, когда я что-то пробую новое, для меня это всегда, не всегда приятные какие-то моменты, да, потому что я к этому не привыкла, но я постоянно чему-то учусь, постоянно привыкаю, и мне это нравится, это интересно попробовать, что делает на Филиппинах, да, потому что нет такого в Беларуси, либо что-то попробовать на Филиппинах, что нет в Беларуси, либо какие-то сравнения между. Здесь можно, а там нельзя это делать, ну, типа, такие преграды, да, ты видишь, что в Беларуси типа нельзя такое делать, а на Филиппинах свободно. Вот. И да, таких моментов у меня здесь очень-очень много. Мне есть что рассказывать, делиться, и прям каждый день я получаю эмоции. Есть эмоции неожиданные для меня, да, что я вижу. В общем, хотела сказать, что я вообще, когда столкнулась, когда мы вот ездили за документами, да, постоянно в машине там ездим, либо в автобусах, трицикл еще мы используем, когда куда-то нужно поехать. И я постоянно удивляюсь. Здесь на Филиппинах человек легко может сходить в туалет прямо на улице. Ну, и непонятно, что там по-большому, да, по-маленькому. Прям просто на улице. Я как-то здесь дома выхожу на балкон, думаю, посмотреть, что там вообще на улице происходит. Выхожу, и человек стоит. Ну, по-маленькому в туалет ходит. И это, конечно, я такая, блин. Вот, для меня такой шок, типа, так можно. Потом я уже не один раз видела, потом уже каждый день куда-то иду, постоянно это вижу, потому что в Беларуси, если вдруг ты сходишь на улице прямо,
либо как в кусты, да, какие-то, то сразу же типа тебя могут оштрафовать, и штраф не маленький будет. Если вот в Беларуси вообще считается, что если вдруг человек сходит в туалет где-то в общественном месте, ну, видном для людей место, не специализированное место, то это получается, что он проявляет неуважение к обществу. Типа, ну вот так вот. Поэтому в Беларуси типа штраф от 2 до 30 базовых величин, и это получается где-то 54 810 рублей. Это на доллары, сейчас скажу сколько. 54. $18 до, ну, примерно до $270. 18 до 270. И получается, любой человек, который, например, в Беларуси увидит, что человек там сходил, ну, понятно, бывают разные ситуации, моменты, что там по-быстрому, да, либо проблемы в организме, сбой случился какой-то. Но если вдруг увидит и какой-то гражданин вот не понравитесь вы ему, да, и может вас сдать, то, конечно, будет штраф, милицию вызовут и все. Ну и тем более в Беларуси очень много камер на дорогах, и это все запечатляет. Вот, поэтому, когда я приехала на Филиппины, почти каждый день. Первый раз я вышла на балкон и увидела, блин, я удивилась, реально. Я хотела посмотреть, какая погода там, что на улице. И я такая, я даже Роберто, я увидела человека, писающего, короче, на улице. Это, конечно. Потом уже я постепенно каждый день уже видела, мне уже все равно было. Ну да, увидела я, и что? Ну да, окей, здесь нормально, окей. Вот, поэтому такой момент, с которым я хотела поделиться, такое сравнение, да, что не сразу привыкнешь к этому. Вот. Это чисто мое такое мнение, да, к чему я привыкаю тоже, что, ну да, здесь норма, окей. Вот, поэтому совсем разные законы здесь и в Беларуси, и постоянно здесь тоже при этом, да, каких-то сравнениях я постоянно изучаю законы Филиппин, здесь какие есть законы. Это очень тоже помогает, это, знаете, сравнение, да, то, что ты замечаешь очень резко какие-то вещи. Это не одна вещь, которую я там хотела прямо сейчас рассказать. Их очень много, поэтому буду постепенно делиться своим мнением. Я здесь уже живу 2 месяца, поэтому у меня есть чем поделиться, что я уже видела.